Я и ассоциация составили досье в защиту 3 просителей убежища, и аудиенция в административном суде города Ницца была назначена на 23 июля. Я, как представитель моих подзащитных, явился в назначенное время в аудиенцию, однако я не смог в ней участвовать, потому что в засаде меня ожидали 4 сотрудника полиции в гражданской одежде. Как это произошло? Суд, зная, что я регистрирую все аудиенции для предоставления доказательств в ходе апелляции, суд поэтому препятствовал мне участвовать в этой аудиенции. Он связался с полицией, префектом, прокурором, потому что префект вместе с судом это являются заинтересованными лицами сокрытия всех нарушений в аудиенциях судов. Кроме того, ответчиком по всем 3 досье был сам префект и ОФИ. Таким образом, заинтересованные лица вступили, как я полагаю, в преступный сговор с судом, и руками прокурора полиции меня лишили свободы 23 июля, просто заковали в наручники на входе в суд административный, не предъявили мне никаких обвинений, никаких документов о обвинении не предоставили, не показали свои служебные удостоверения, кем они являются. После этого меня увезли в комиссариат полиции, где префект продолжил фальсификации в отношении меня руками прокурора и полиции. Префект задумал фальсифицировать любое уголовное дело, единственной задачей которых было бы мое лишение свободы. Так, вначале мне полиция инкриминировала видеорегистрацию судебных аудиенций, в частности, последней из аудиенций от июня 2021 года. Однако затем прокурор отказался от этого обвинения, потому что я объяснил, что это законные права любого участника публичной аудиенции. Помещение меня под стражу, лишение меня свободы 23 июля я обжаловал. Затем, получив коррупционное решение, я его обратился в апелляционную инстанцию, и аудиенция по апелляционной инстанции должна была состояться 29 июля путем видеоконференц-связи в апелляционном суде Эксан-Прованса. Автоматическая система видеорегистрации, видеоконференции обуславливает обязательную регистрацию этого видео. Суды, прокурор, префект не могли допустить регистрации, потому что мое лишение свободы преследует цель отсутствия всяких средств у меня для регистрации. Вот для этой меня цели лишали свободы. И поэтому суд в сообществе с префектом сделали все возможное для того, чтобы меня не обеспечить мне участие в видеоконференции 29 июля. На 9 утра была назначена конференция. И поэтому провокация совершена накануне 28 июля. И на мои требования после помещения меня в карцер, после избиения моего, полицейские просто игнорировали мои требования, чтобы на утро обеспечивать мое участие посредством видеоконференц-связи. Руками заключенных префект, прокурор, полиция пытались фальсифицировать против меня новое уголовное дело по факту будто бы избиения мной каких-то людей. Но это ложь, потому что провокацию организовали сам префект руками заключенных, толпа заключенных на меня нападала несколько раз. Так было несколько попыток. Одна из этих попыток, последняя, 28 июля, представлена в этом видео. Вы сейчас увидите, чем она закончилась. Офицер судебной полиции Жорж предъявил мне обвинение, что как будто бы я совершил агрессию против жертвы марокканца, когда на меня нападали 22 человека 28 июля. Я занимался 28 июля в своей комнате. В комнату вошел марокканец, мальчик 87 года рождения. Увидев, как я занимаюсь, он начал кривляться, я не обращал внимания на него. Тогда он подошел ко мне и пнул меня 2 раза в бок, лежачего меня. Я пресс сделал. Но я вскочил и пошел на выход. Понимая, что сейчас это, наверное, очередная попытка провокации и нападения. Пошел на выход, прям не успев одеться в майку, прям в шортах так и пошел. Однако он побежал, опередил меня и встал перед дверью. Тогда, чтобы выйти, я сделал жест, как будто там ногой хочу пнуть его. И он выбежал в коридор и стал караулить меня в коридоре. То есть он не убежал, он просто преграждал дорогу
и рассказываешь, ну, показываешь, что зовет своих друзей с других заключенных. Я увидел, что надо быстро прорываться. Я попытался пройти мимо него по коридору на выход к полицейским, чтобы за помощью обратиться. Но он стоял в этом коридоре, специально меня караулил, чтобы дождаться своих всех подельников, друзей. Я поэтому начал ударять его для того, чтобы прорваться. А он был готов к этому, он ради этого и стоял. И он начал меня бить, отвечать ударами. И вот таким образом я думал, сейчас я после ударов я смогу пробежать, пока никого нет в толпе, в коридоре. Однако он меня, не просто начал бить, он меня начал еще хватать, чтобы я не мог убежать до того момента, пока не прибегут другие его эти помощники. И вот таким образом вот эта возня у нас происходила в коридоре под видеокамерами. В эти секунды набежала куча пацанов, потому что, очевидно, это было у них запланировано, потому что они вот здесь прям за секунды пришли на место. Хотя мы не орали никак. То есть это было невозможно, если бы люди не знали, что здесь будет происходить. А они набежали сами собой. И я понял, что это специально было спровоцировано опять. И я понимал, что уже прорваться по коридору на выход невозможно, потому что вся толпа, она стояла там, и приближалась ко мне, замахиваясь руками. Тогда я принял для себя решение, чтобы не быть избитым и вообще меня, чтобы не убили там, хотя бы я буду прятаться за этого марокканца. И поэтому я встал, с одной стороны, справа у меня стена была коридорная, передо мной марокканец, то есть у меня вот правый берег, мои были защищены вот стеной и марокканцем. Я прижался к нему, правой рукой держал его, закрывая плечом правым голову справа, а левой рукой его бил, чтобы не дать ему возможности скинуть меня, оттолкнуть меня, отделиться от меня, потому что если он от меня отделится, то меня будут пинать прям вот не глядя. А так меня били, просто стараясь попасть в голову, в туловище. Вот эта толпа вся, которая прибежала. Они били меня кулаками, ногами, бутылками с водой. Вот так вот. И все это продолжалось на видеокамерах несколько минут. И, наверное, я думаю, несколько минут, потому что в драке кажется, что это вечность целая, потому что стресс. Наверное, как обычно, это было несколько минут всего лишь. И меня вот так били, а я старался марокканца не отделить от себя. Он согнулся, я согнулся вместе с ним, чтобы прижаться к его согнутому. И вот таким образом мы оба стояли, оба согнутые буквой «Г». Он правым боком к стене, и я правым боком к стене за ним. Вот так его зад, то есть, прикрывал мою переднюю часть, лицо мое. Стена справа его прикрывала, его правый бок, и мой правый бок. А левый бок и зад мой все были свободны для ударов. И поэтому меня могли побить только слева и сзади, что и делалось. То есть я смог защитить только две свои поверхности, переднюю и правую. Слева не мог защититься и сзади не мог. Я рад был хотя бы вот такой защите, потому что если бы вообще он отошел, я бы полностью был в распоряжении заключенных. И я бы не смог даже... так хоть бы я понимал, что у меня вот голова, например, правым плечом я защитил ее. Чуть-чуть хотя бы. Хоть с левую сторону не мог защитить. Вот так. И вот я понимал, что если сейчас меня отделят от него, меня просто забьют сейчас здесь. И я точно сознание потеряю. И вот это продолжалось до поры до времени. Потом я почувствовал, что уже сил у меня нет, уже держать вот эти удары все. И тогда я попытался пробежать все равно сквозь толпу. У меня это не получилось. Толпа стояла и продолжала удары в мою сторону. Тогда я побежал назад, в противоположный край коридора, потому что там была дверь глухая. Я думал, там я встану около двери спиной, и у меня будет закрыто это узкий коридор, таким образом у меня защита по боков и сзади, а угроза только спереди будет. Я надеялся, что хоть так я буду отражать эти удары, потому что уже невозможно было терпеть удары слева и сзади. Я побежал туда, но эти пацаны били меня бутылками с водой, и вода проливалась у них на пол. А я был босиком, и я начал скользить, и я еле как корова на льду добежал до вот этой по воде, по этой, крайний коридор. Впоследствии я узнал, что из этой двери, за этой дверью сидит
контролер с группой полицейских и смотрит за всем происходящим в монитор. Это огромный телевизор, у них там стоит, диагональю где-то 114 сантиметров. И там на разделы он поделен автоматически. И в этих разделах видно весь центр виден, все этажи центра. Вот такой пульт управления. И там в этот момент находились полицейские, они все видели. Если бы полиция хотела бы меня защитить, им не нужно было бы на первый этаж спускаться, на нулевой этаж, куда я стремился попасть, не зная об этой двери. Им бы не нужно было, они бы могли дверь открыть, и тут я бы стоял спиной к ним, они бы сразу меня заточили и спасли бы меня. Но они этого не делали специально. А вот откуда я знаю, что полиция там находилась? Это случилось, когда уже меня после обвинения вернули в этот центр, и вот сами полицейские мне об этом рассказали. Они видели все, наблюдали за мной в этот момент, и потом, после вот этого всего, они повторно просматривали это видео со своим шефом смены, с руководителем каким-то другим. И потом это же видео было отправлено к прокурору. И он его смотрел. И после вот этого всего уже тогда прокурор дал приказ Жоржу фальсифицировать обвинения, что как будто бы в этот эпизод я избивал людей. Ну или как будто бы марокканец жертва. Но это не так. Вот. Я таким образом я по воде добежал до этой двери, спиной прижался и начал сначала долбить, но видя, что ко мне подбегает, я развернулся лицом к преступникам и продолжил долбить левым правым локтем в дверь, а руки держа наготове, потому что в течение нескольких секунд эта толпа ко мне прибежала и начали меня долбить там уже. И я прекратил стучать в дверь, потому что уже надо было отражать новые удары. После этого, наверное, я потерял сознание, потому что через какое-то время я открыл глаза и обнаружил себя сидящим на полу около двери. И пацаны вот эти, они прекратили ударять меня, и видно было, что толпа полицейских прорывается сквозь толпу дерущихся навстречу ко мне в самом там начале коридора. Таким образом, эти полицейские побежали вот там, туда, они через эту дверь зашли, для того, чтобы сделать вид, что они бегут на помощь. Хотя им нужно было бы просто эту дверь открыть, они здесь сидят, толпой всей, полицейские. Они так не сделали. После этого я, сидя вот так на полу, около двери этой, встал, голова у меня кружилась. Я пошел в сторону комнаты, и чтобы взять свои вещи, телефон, сандали, майку там и так далее. Но это я автоматически шел, потому что у меня состояние такое было, плохое, в общем, неважно. Плохо соображал после ударов. Я пошел, а полицейские меня остановили. Они уже прибежали к этому моменту. Они оттеснили толпу до половины коридора, потому что дальше толпа не дала ей себя оттеснять. И полицейские от половины коридора до вот этой двери рассредоточились на расстоянии 2 метров друг от друга, потому что эта толпа протискивала через заграждение первого полицейского, и тогда второй полицейский ловил пацана, возвращал к толпе обратно. То есть, чтобы толпа не добежала до меня. Вот их расчет был какой. И вот пока они так стояли, я пошел в комнату свою забрать свои документы конфиденциальные. Однако полицейский, шеф бригады, сутулый такой худой полицейский, молодой, сказал: нет, не надо брать те документы свои, ничего своего. Я говорю: так сейчас они уничтожат, заберут, украдут. Вы же здесь стоите, вы меня охраняете, я быстро возьму сейчас. Вы меня куда-то будете помещать сейчас? Он говорит: мы тебя поместим, наверное, вот в отдельную комнату, закроем на ключ, чтобы тебя не убили здесь. Я говорю: ну, вы понимаете, результатом чего стало вот это очередное 5-е нападение? Я говорю: вы шеф сегодня? Он говорит: да, шеф бригады. Я говорю: вот ваши бездействия, в том числе и ваших коллег, вы не пресекли все предыдущие 4 попытки моего избиения. Уголовники не привлечены к ответственности за вот эти совершенные уже поступки в отношении меня. Это совершено уже. И вот результат: 5-я попытка. Вы виновны, вы превысили должностные полномочия. Я требую вас передать мое заявление о преступлении прокурору, которое адресовано против преступников и против вас лично, как руководитель сегодняшней бригады. Вы лично организатор этого избиения моего.
Он испугался, дал команду полицейским меня никуда не пускать, а сам убежал советоваться по телефону с руководством. Он прибежал, меня там держали эти полицейские по его команду минут 5. Через 5 минут он радостно прибежал и сказал: все, давай в комнату его, документы никакие ему не давать. Когда вот эти полицейские прибежали и рассредоточились на расстоянии, в этот момент позвонила моя ассоциация, трубку взял один из заключенных и крикнул мне, он по-русски говорит, и крикнул мне: Сергей, ассоциация звонит, что говорить? Я ему сказал: быстро скажи, что на меня совершено очередное 5-е нападение. И пускай направляют все возможные жалобы, пока меня не закрыли опять. На него смотрели все заключенные. И шеф полицейских начал ему орать, бросить трубку. И я тогда начал сам кричать громко на весь коридор: ассоциация, на меня совершено нападение, зарегистрируйте, направьте об этом заявление о преступлении. Услышав мой громкий возглас, этот шеф, вот этот сутулый, сам лично с фонарем побежал к этому пацану заключенному, сам взял, начал вырывать эту трубку, хотя пацан не противился этому, и сам повесил и толкнул пацана, чтобы он отошел от таксофона. И после этого вот этот лысый сказал всем: обращайся к заключенным, как будто это его друзья. Никому не подходить к таксофону. И после этого я его обвинил в превышении полномочий, и после этого он убежал за советом к руководству по телефону. Вот так это происходило. Пребывание в комнате в течение получаса. Полиция разрешила мне войти в мою комнату за документами. Я зашел, увидел, что все мои документы разбросаны по комнате и порваты. Сандали порваты прямо под корень. Оба. Телефона отсутствуют вместе с зарядным устройством. Они были включены в розетку. Я сказал полицейским: вот результат вашего сокрытия преступления. Я считаю, что вы, полицейские, украли мой телефон, и вы контролировали, когда происходило уничтожение моих конфиденциальных документов. Это приложите к моему заявлению против вас, когда будете отправлять его прокурору для расследования. Я начал собирать вот эти все бумажки. Заключенные рядом стояли, в том числе этот марокканец, который на меня напал. И он усмехался. Марокканец плевал в мою сторону, полицейские ничего не делали. Другой араб тоже начал плевать в мою сторону. И я указывал полицейским: пресеките эти действия. Но полицейские махали рукой, ничего не делая, как будто бы заключенные — это их друзья. Я указывал, что вы, полиция, демонстрируете, что таким образом, что заключенные действуют по вашему приказу, и что вы намеренно не пресекаете эти их нарушения. Полиция молчала, говорила: быстрее собирай вещи и возвращайся к себе в комнату. Я взял какую-то сумку, там лежала, сложил туда все огрызки бумаг и унес их к себе в комнату. На мои требования позвонить мне полиция отказалась. Как по таксофону позвонить, так и по моему личному сотовому, который в багажном отделении у них находился. И после этого меня через некоторое время увели босиком в карцер судебного офицера судебной полиции для того, чтобы против меня фальсифицировать уголовное обвинение. Несколько часов я сидел в карцере, и в этот момент прокурор, очевидно, думал, что фальсифицировать, очевидно, согласовывал с префектом, и после этого озвучил офицеру полиции. Офицер полиции меня приглашал, требовал подписать документы, с адвокатом назначал. Адвокат Яй, который отказывался мне защищать, не подчинялась моему требованию отвода. Переводчица вместе с адвокатом и офицером подписывали свои же документики, которые мне отказывались переводить и вручать мне копии, требуя от меня подписать не глядя. И запрещали мне писать лишнего, только подпись и дату требовали мне написать. Я понимал, что эти документы фальсифицируются против меня специально, поэтому не объясняются их значения, в чем меня обвиняют, мне тоже не рассказывали. Однако в этом документе я, когда была попытка подписи, я увидел национальность марокканец, 87-й год, и я понял, наверное, что вот этот пацан, который нападал на меня, речь о нем, наверное, они хотят сделать его жертвой. И в разговорах, когда Жорж звонил, отвечал на звонки, то есть ему по телефону кто-то руководил Жоржем и давал указания, что делать при фальсификации этих документов. И в этих разговорах Жорж отвечал, что кто там виктим, кто жертва.
Ему отвечали, и он писал там имя пацана этого и вслух проговаривал его национальность. Из этого я понял, что Жорж спрашивает, кого же признать жертвой. Ему кто-то командует там, кого признать, и он пишет все, что ему командует по телефону. После этого меня обратно отправили в карцер, затем обратно в комнату через некоторое время. Вот, кстати, в этом карцере я долго просидел. Это был третий эпизод карцера за все дни пребывания в центре Ниццы. Так, первый раз я в карцере был 7 часов, потом 24 часа. И вот в этот раз 20 часов я в карцере просидел. То есть это я быстро так рассказываю, как будто бы держали в карцере, вызывали несколько раз. Но заключение мое в карцере продлилось 20 часов в этот раз. Я голодный был, без сил, избитый, голова кружилась, врача требовал. Приходил врач, не заходя в карцер, потому что там ванизм была ужасная, жара, пот, там тряпки какие-то валялись вонючие, и он, увидев все это, не стал заходить. Говорит, как дела? Я говорю, очень плохо, голова кружится, помогите. Он не стал продолжать разговор, ушел. И я думаю, он, наверное, написал, что у меня все хорошо, потому что никаких действий не последовало. Все мои жалобы остались, никакой помощи мне не было оказано. У меня после этого нападения были синяки на шее сбоку, на руках, на животе. И я Жоржу, полицейскому и сотрудникам карцера говорил, мне надо за видео меня записать сейчас. Все царапины, все синяки. И жалобы я хочу на видео записать. И видео это мне отправить, ассоциации и с стационарных камер все видео сохранить, не уничтожать. И все видео из карцера тоже сохранять, где я сейчас хожу. Я не могу даже позаниматься спортом, потому что плохо себя чувствую, у меня тошнота периодически. Я в карцере периодически все часы, сколько находился, вынужден был подбегать к этому унитазу, у меня были позывы на рвоту. И полицейские в коридоре дежурные, слыша это, не вызывали врачей, они никак не реагировали вообще. Я долбился в дверь, требуя врача. И эта видеозапись сохраняется автоматически. Это закон. Но она мне не предоставлена до сих пор. Как во Франции происходило предъявление обвинения в отношении меня уголовного характера? В мое отсутствие в кабинете полиции полицейские с переводчиком и адвокатом, назначенным мне, писали, печатали обвинения, документы. Жорж, полицейский, получал указания, как писать по телефону. После этого меня пригласили из карцера, и сразу же полицейский сказал, что ты должен подписать вот этот документ. Адвокат молчал, переводчик просто переводил. Я указывал переводчику и адвокату, что я не понимаю суть, помогите. Переводчик говорит, мне нужно только переводить, я не могу ничем вам помочь. А адвокат говорила, я смотрю, все в порядке, просто подпишите, вам будет хорошо. Я повторяю вопрос, о чем там написано? И переводчик, и адвокат не говорят мне ничего. Сам Жорж тоже не говорит. Просто подписать, это закон, говорят. Во Франции закон. Вот так мы работаем. Я начал подписывать, у меня отобрали листочек, потому что я начал писать, что я не понимаю там. И я написал там несколько строк вот такого текста. Они взяли себе, распечатали новый экземпляр и сказали, сейчас надо только подпись поставить, не надо ничего писать. Я начал опять писать текст, у меня опять отобрали этот документ, не дав написать, даже закончить первую строку. И после этого мне Жорж сказал, мы напишем, что ты отказался от подписи. Я говорю, ну это ложь. Я, наоборот, требую дать мне подписать. Требую. И потом отправить копию мне, в ассоциацию отправить копию. И Жорж сказал, все, уходи отсюда, уводите его. И скомандовал, меня увели. То есть этот документ мне был вручен, я не знаю, что там написано, я просто заметил, что там фамилия марокканца вот этого. И национальность марокканец, год рождения его, 87-й. И все на этом. Вот так предъявляется уголовное обвинение во Франции. Полицейский заблаговременно по звонку прокурора составляет текст обвинения, приглашает жертву, требует от жертвы подписать не глядя. Причем жертве неизвестно, что там написано. И после этого человека осуждают, лишают свободы. Вот так предъявляется уголовное обвинение во Франции. И это система. И важно заметить, что ни одного документа и материала из своего уголовного обвинения жертва не видит. Либо
ей могут выдаваться копии некоторых документов в случае, если человек вообще не говорит на французском языке. Например, мои подзащитные в центре Марселя. Пацаны вообще не говорят на французском. Они даже на родном арабском читать не умеют, только на слух могут понимать речь. Вот таким людям дают решения судов, которые для них вообще бесполезны. Они не переводятся им переводчиком в судах, а в самом центре тем более. То же самое в тюрьме ГРАС. О каких правах человека можно говорить во Франции? Люди для Франции, для коррупционеров, госчиновников, просто материал, на которых можно делать видимость работы. Массово фальсифицировать уголовные и другие обвинения, массово проводить, как будто под видом сделанной работы, перераспределять бюджетные деньги переводчикам, адвокатам, судьям, прокурорам, делать галочки о выполненной будто бы работе. На бумагах все будет хорошо, большой объем раскрытых преступлений, а в реальности это жертвы фальсификации чиновников. Причем эти жертвы являются жертвами вне зависимости от того, что они реально совершили уголовное преступление или не совершали. Они являются жертвами фальсификации госслужащих в любом случае, потому что они в реальности лишены вообще любого права защищаться. Право быть понятым, услышанным, право озвучить свою позицию. Всех прав процессуальных эти люди, жертвы, лишены. Таким образом, я уверен, что 28 июля нападение на меня было организовано полицией, префектом, судьями ТЖ Денис, судом первой инстанции, прокурором с целью не допустить моего участия по видеоконференц-связи в аудиенции апелляционного суда Кур-д'Апель Aix-en-Provence, потому что в этом случае суд ведет обязательную аудио-видеорегистрацию всей процедуры, а я в суде разоблачаю фальсификации в отношении меня префектом и судами нижестоящей инстанции. И я понимаю, что суд просто со всеми остальными участниками препятствовал регистрации вот этих обличающих мотивов путем вот этой вот провокации, организованной в отношении меня. Потому что когда меня поместили в карцер по результатам вот этого нападения на меня, то на мои требования обеспечить на утро мое участие в видеоконференции полицией игнорированы полностью. Я об этом напомнил даже на следующее утро в 6-7 утра. Но они также были игнорированы. Важно также отметить, что после вот этого моего неучастия в аудиенции решение было Кур-д'Апелем фальсифицировано.